Всем Изи привет! Вы на канале Алиса Изи Pets. Меня зовут Изи Роза, а это наши крысявочки. Черненькая это Лариска, конечно, ее все знают. А светленькая это Даринка. И у меня такое получилось из гамака крыса мороженая. Короче, я вам рассказываю, что я сегодня вот делала вечером. Я еще не закончила, буду вам показывать. Видите, у них гамак, и он внутри уже весь грязный. Они его так облюбовали, сидят все время в нем. Но я же понимаю, что мне его надо постирать. Не могут же они все время в таком сидеть. Хотя такое чудесное крысомороженое получилось. Вот такое, да? Смотрите, что я сделала. Ой, посажу я это крысомороженое вот сюда. Пусть они из него выходят. Вот крыски сразу в домик побежали. Вы помните о том, что я стелю постоянно пеленки одноразовые? Народ, и что я обнаружила сегодня? Что у меня пеленки эти закончились. Короче, мы их использовали, я планировала раз в 3 дня, одну пеленку менять. Но крыски записывают быстро, а у меня пеленка уходила раз в 2 дня. И получается, положу я им огурчик, они его любят. Кушают они на 1-м этаже. Смотрите, это у них как раз 1-й этаж. Их временной клетки, карантинной. Подпишись, даже если у тебя лапки. Как вы знаете, мы клетку им заказали, но, к сожалению, ребята, которые нам должны были ее сделать, видимо, они вообще не выходят на работу, они даже трубку не берут. Вот, они находятся в Краснодаре, но вроде бы у них там в Краснодаре сейчас снимают карантин и должны фирмы начать работать. Я, по крайней мере, на это надеюсь. Так вот, значит, закончились у меня пеленки одноразовые, и я в ужасе, потому что у нас сегодня был последний день, когда можно было просто так выходить на улицу, без штрафов. А с завтрашнего дня у нас начинаются штрафы, мы не успели купить эти пеленки, и теперь мне придется ждать, когда муж поедет на работу, будет возвращаться с работы, заедет по дороге в магазин, вроде бы по этой схеме его не должны оштрафовать, и купит мне пеленки для крысявочек наших. И, что я нашла? Дарин, выходи, малыш. Я нашла, что у меня есть наволочка старая, я ее постелила вниз, пока временно вместо пеленки. И на 2-м этаже еще приспособила, сейчас покажу, смотрите. Смотрите, у меня была, старая Алискина кофта с капюшоном такая. Я когда-то в этой кофте крыску возила на прием к врачу. Показывала. У меня тут остался еще капюшон. Я вырезала в ней рукав один. И вот приспособили вот этот рукав, повесили на 2-й этаж. И на 2-м этаже повесили пушистый еще гамачок из тоже старой кофты, но которая более теплая, потому что у нас потеплело. Я думаю, там они будут сидеть или вот в этом гамаке. Он такой же, как этот, просто этот грязный мы заменили на новый. Вот, и, порезала я старую кофту и из нее сделала такую подстилку. Буду вместо пеленки тоже стелить на 2-м этаже вот так вот. Сейчас закреплю, покажу, как получилось. Может, крыски к этому времени выйдут. Вот так вот я приспособилась. Мне кто-то советовал, что, может быть, ткань будете прокладывать. Как детям маленькие записали, постирали. Вот она выходит, да? Привет, малыш. Она пойдет в домик. И мне просто нужно поставить 2-й этаж им. Сейчас будем ставить 2-й этаж. Гамак забираю, и крысы вышли, его можно будет постирать. И буду устанавливать 2-й этаж вот так. Видите? И что мы делаем? Вот так вот стелим здесь. Вот так стелим, крысы здесь тусуются на 2-м этаже, они не какают. И прям вот вместе с этими краями сверху ставлю контейнер, и тогда у них то, что они писают, оно не протекает в бортики вот этой крышки контейнерной. И ткань они не вытаскивают, она потому что закреплена. Вот я придавила и защелкнула. Ручкой защелкнула, то же самое защелкиваю с другой стороны. И у меня получается, они на этой тканюхе писать ходят, как дети маленькие, и бегают. Вот они 2 гамака. Крысы пока спрятались, конечно, внизу, в домике. Но я думаю, что они со временем выйдут, освоятся. Вот смотрите, они там умываться начали. У меня такой временный вариант, пока не раздобудем пеленок. Дело в том, что когда у нас на карантине закрывали быстро магазины, то у нас в супермаркетах одноразовые пеленки, они продаются. Но дело в том, что отдел, в котором
продавали эти пеленки, его в магазине опечатали. Я в видео на своем канале Изи Роза показывала, прям у меня был кадр, я сняла, что опечатали, перемотали пленкой, но потом впоследствии, я думаю, я в этом супермаркете не была с тех пор, и я думаю, что его должны были распечатать, я думаю, что мы их сможем купить. Нет, по крайней мере, тогда найдем, купим в аптеке или придется ехать в зоомагазин мужу покупать. А крысы, смотрите, уже освоились, смотрят, бегают. Я вот жду, когда она на второй этаж пойдет, потому что они любят шастать по второму этажу. А вот Дарина начала на второй этаж лезть. Мне кажется, она по лесенке боится. Нужно, короче, мне будет еще гамак один приспособить на то же место, где висел на первом этаже, потому что я смотрю, что крысы любят с гамака запрыгивать на второй этаж. Вообще они больше, конечно, тусуются на втором этаже. Они висят там в гамаках все время. Я просто вот жду, когда же они туда заберутся. Я у них почистила, вымыла все, корм вот повесила. И они весело начали бегать везде. Очень люблю их, но у меня почему-то складывается в последнее время впечатление, что мне кажется, что крыски наши стали как бы дичать. Они не кусаются, но они все больше в гамаке, который закрытый, они в нем целый день, причем вдвоем. Редко-редко они расходятся в разные стороны, то есть в разные там гамаки садятся. Вот этот тоже, похоже, понравился, да? Но она, я думаю, сообразит, она будет в рукав этот забираться так же. Ой, как резко упала. Будет забираться так же, как и в предыдущий. Короче, нужно на первом этаже повесить гамак. Потому что они привыкли, что они со второго этажа не по лестнице ходят, а в гамак запрыгивают, а с гамака прыгают на второй этаж, надо вешать гамак. И смотрите, пока я, короче, решала, как мне отрезать от кофты еще кусок, чтобы приспособить, крысы по-быстрому забрались на второй этаж, и я смотрю, что они осваивают новый гамак. Я решила им сделать его открытый, чтобы можно было как-то с ними общаться. И вот я вам скажу, что я совсем-совсем перестала крысам давать через клетку еду, потому что Лариса стала агрессивная. Она, как, я не знаю, как хорек какой-то дикий. Она берет, выхватывает у меня резко из рук и делает такой рывок. И мне, честно говоря, стало страшно, чтобы она не стала нападать на кого-то из нас. Ну, реально просто очень резкие движения делает. А с Дариной у меня как-то попроще. Вот ее совсем не боюсь даже через клетку кормить. Она настолько такая вежливая, такая спокойная, что вообще вот я ее беру, она, правда, боится она, конечно, сильно, но по факту она не кусается и, как бы, даже через клетку, если даешь, то я знаю, что она меня потом не будет кусать. Хотя, наверное, не стоит рисковать. Короче, я смотрю, им два гамака эти понравились, они шастают то в одном, то в другом. Сейчас им приспособлю, внизу обрежу. Нижний гамак повесим, чтобы они не прыгали с такой высоты. Ну и пока мы довешивали еще один гамак вниз, мы тут чуть не подрались, потому что я говорю, жилье для кого? Для крыс. Крысам удобно было, когда гамак был под вот тем отверстием, которое ведет на верхний этаж, потому что крыса сбегала с верхнего этажа, прыгала в гамак, и с гамака прыгала уже на нижний этаж. Но Изи папа сделал крысам лесенку. И поэтому он считает, что крысы должны ходить по лесенке. А мне кажется, крысы должны делать так, как им удобно. Не потому, что он сделал лесенку, а потому, что им так удобно. Они любят прыгать, я заметила, там с полочки на полочку, с гамачка на гамачок. Короче, мы тут спорим. Вот напишите, как вы считаете, как правильно сделать. Я с ним пока согласилась. Вот он повесил, говорит, пусть еще один там гамачок висит над домиком. Пока пусть они ходят по лесенке. Пусть хотя бы один день они походят по лесенке. Я говорю, ладно, пусть они походят по лесенке, но вот напишите, крысоводы, как было бы правильнее, подстроиться под крыс или пусть они ходят по лесенке, дрессируются. Или пусть они прыгают с гамачка на полочку. Вот такие у нас дела. И Вася опять нашел своего зайца, он опять будет с ним играться, кататься. Короче, я вас всех очень люблю, целую, поддерживаю вас в это нелегкое время. Желаю вам всем здоровья, не болеть, пережить как-то этот карантин. А мы вас будем поддерживать классными, веселыми роликами. Заходите к нам, будем стараться снимать каждый день в 18:00. Всех люблю, целую, всем изи, пока.